Всем привет! Genshin Impact по чтению лоры. 107 серия. Я напомню, каждую седьмую серию, ну, то есть серия, у которой цифра 7 в конце, мы читаем лор. И это как раз таки она, 107. Здесь так красиво. О, классно. Супер. Вот. Поэтому эта серия про это, но сначала мы выполним, как всегда, дейлик. Мы, как всегда, что такое победите монстров? Растущая угроза. Башни. Здесь не пройти. Вот, спасите Мирану. Давайте спасем Мирану. Вот так вот. Кусь, Мика, кусь. Мы идем спасать Мирану. Плюс у меня есть еще маленькая новость. Сейчас хотя бы пару человек придет, и мы посмотрим кое-что, чего я очень ждал, чего я очень хотел. Гуфогер, привет. Асковизор, здрасте. Вот. Поэтому такие-то дела. Есть новости, есть анонсы, все вот эти дела. Сейчас мы спасем. Кого мы спасем? Победите монстров, очистите завал по дороге. Сейчас сделаем. Ой. Что, паникующая Мирана? Да ты не паникуй, все нормально будет. Я ж пришел спасать. Коровка против быка. Минус бык. Вместо Скафье Моно C3 я в тильте. Ой, извините. Соболезную, Мика. Будет сюжет Манштата. Сюжет Манштата был. Мы сегодня будем читать лорные вещи и немножко книг. Потому что просили лорные вещи. Паникующая Мирана. Благодарю тебя, путешественница. Прошу, никому не рассказывай о произошедшем. Если мой муж узнает, он мне все уши прожужжит. Не смотри на меня так. Спасибо за подарочки. Япи, привет. Подрастешь, поймешь. Когда живешь с кем-то, тебе не часто выпадает шанс прогуляться в полном одиночестве. Нужно ловить момент. Вот, возьми, я сама собирала. Гораздо дешевле готовить самой, чем постоянно питаться в хорошем охотнике. Чтобы оставаться на плаву, приходится экономить тут и там. Чё дала? Чё дала? Чё дала? Цветок сахарок. Ты чё, цветы жрешь, мать, прекрати. Хочешь, эти яблоки дам? Это лучше, чем цветы, серьезно. Так, что? Так-то в этой обнове, сюжет Манштата вышел. Я видел. Ну, нет. Каждый раз оружейный баннер скамит, как в первой. Я не буду крутить, спасибо за подарочек. Я не буду оружейный крутить, нафиг его. Серьезно. Понимал. Желточек, здрасте. В любом случае, сегодня не сюжет... не сюжетный стримчик, а именно... Блин, у меня смола. Блин. Чатик. Ладно, давайте. Собрались люди. Ой, это хорошо. Супчика навернула. Ой, хорошо тебе. После приятного аппетита тебе. Я вам кое-что покажу. Я признаюсь, я согрешил. Привет. Пока не было стрима, я сделал непотребства, а именно вот такие вот. Вот такие непотребства я сделал. Прям с телефона, прям в кровати. Лежал в кровати в одних трусах и делал вот это, понимаете? Руки были не на столе. Я делал вот это. Мы отпускаем все твои грехи. Спасибо. Вот, и вот этими руками я сделал вот это. Бум! Бэйдоу! Я выбил Бэйдоу, понимаете? Я выбил ее. Так что у меня теперь... Я еще сам не смотрел. Я ждал стримчик, поэтому... Давайте посмотрим. Где она? Странно, что у меня не подсвечено, потому что я реально не смотрел. Даже не нажимал ее в этом. Вот она. Бэйдоу, Какое у нее оружие? Она мечница? Да, она мечница. Сменить. Что ей поставить? Давайте я включу. Ты рад? Мы рады, что ты рад. Я очень рад. О, Бэйдоу. Давайте сделаем. Говорит, жесть. Это по фэшну. Это по фэшну, смотрите. Фиджи Гало вот говорит, это тоже, кстати, неплохо. Макс непогрешимый.
Вот это тоже неплохо выглядит. Не-не, либо вот это, выбирайте. Ну вот это прям хорош. Прям хорош. Узер говорит, потратил 163 крутки на Эскофи. Теперь за 40 дней я должен накопить 80 круток. А у меня 58 ранг. Слезы рекой. Слезы рекой. Асковизард говорит. Кстати, Топор если, я не знаю, есть у тебя луна или нет, у меня сейчас в Телеграме. Это не реклама, вы мне в Телеграме нафиг не нужны, но я в Телеграме каждую неделю разыгрываю луну. Мы как-то это упустили, я месяц ее не разыгрывал, поэтому в пятницу будет розыгрыш 5 лун. Если хочешь, можешь UID написать. Ничего делать не надо, просто UID пишешь и все. Никаких условий, ничего. Спасибо за подарочек. Поэтому, если нужна луна, чтобы ты быстрее накопил, попробуй, вдруг тебе повезет. Там рандом. Я через колесо рандомное кручу. UID. Спасибо за подарочки. Прекрати. Прекрати донатить. Прекрати. Фиджи, не дури. Джилтоши говорит, жду Кадзуху и я, Эмику в баннере Хроник. Где кто? Бейдоу. Сменить. Ой, ты такая. Смотрите, какая. Она классная. Анна Мика говорит, Луна, еще не видела тортики. Фиджи Галуа Она такая классная. Пока. Сео говорит, Давай, Фиджи, здравствуйте, пока-пока. Спасибо за подмигивающее подарочки. лицо. Здравствуйте. Мне нравится Бейдоу. Чат, почему вы ее булили? Лунак говорит, ну лучше не видеть. Посмотрите, что творит. Асковизард говорит, если я выиграю, то я не знаю, что я делать буду. Классно. Все, я доволен. Джилтошик говорит, Посмотрите. Бейдойки. Йипли говорит, потому Да? что она не играбельная совсем. Отстань. Крипер говорит, снова приветик, жест приветствия. Приветик снова. Так, ладно. Асковизард говорит, без с одного Бейдоу играть так себе. Да. Кстати, давайте крутанем. У меня есть круточки. Эскофье. Эскофье мы сегодня крутим. Мы ее крутим, пока она нам не выпадет. Потом в Навию я тоже очень сильно хочу. Поэтому мы крутим Эскофье, пока не выпадет, и переходим на Навию. Джилтошик Поехали. говорит, у нас тут одни вайфу. Да, Асковизард говорит, а Навия? Навию Аслан тоже очень Худаяров хочу. говорит, привет. Аслан, привет. Клятва стрелка. Лунак говорит, Стрелок поклялся, уже что все баннер будет вышел? хорошо. Да, уже обновился. Бездна вроде тоже обновилась. Предвестник зари. Асковизард говорит, я хочу уже Сигну Навии. О, это ты зря. Крутить оружейку — это такой скам. Металлическая тень. Асковизард говорит, почему? Да потому что она скам. Джилтошик говорит, Изумрудный Бездна шар. вроде через неделю обновится. А, я не Крипер знал. говорит, а у вас есть КЭ-персонал. Кари говорит, Так, что, а у вас есть мы только КЭ начали. персонал? Аслан Предвестник Худаяров зари, да, мы говорит, только начали. говорят, что бездна сложная капец. Да. Асковизард Ну, говорит, я ее больше ты видел 11-го не Сигну проходил, Нави? поэтому Узер Сигну говорит, Нави нет. кстати, Чёрная если на кисть. Эскофье доготовить последнюю еду на ее зажатой Ешакае, то дадут легендарную еду. Луна Я видел говорит, такое так в вчера же ТикТоке. еще было Холодное неделя. лезвие. До обновы. Не знаю. А не Намика знаю. говорит, хоть не с кафе и заскамила, зато гарант на скирк теперь. Начинаю свои накопления. Холодное лезвие. Все. Мы профукали все, нам ничего не выпало. Спасибо, игра. Спасибо тебе большое. Так, ладно, пойдемте тогда вернемся к говорит, лору. А М. хотите инфу? Какую инфу? Асковизард Информационную? говорит, просто посмотри на Сигну Навии. Кари говорит, ой, иду. Так. Вот этот топор, получается, секира. Она? Ну, красивая. Ну, посмотри, что у Скофье. Что за... Асковизард трезубица, говорит, как это вилла. топор? Это- Крипер говорит, а какой у вас уровень? У секира. меня вроде бы где-то 19-20. У меня Асковизард 55-й. говорит, да. Я уже совсем Асковизард взрослый. говорит, Ой, это же не то. это И, М, Б, А. Она так... И, Анна М, Мика Б. говорит, а тестовый забег не смотрел? Нет, не смотрел. Пими говорит, здравствуйте. Луна Мы можем говорит, под конец, в когда я СМ-скан на поплыву, оружка, у сходить. меня вообще-то Сигна Навариса на 10 Здрасте, выпало. Пим. Ничего не знаю. Ничего не знаю, Йипли это все говорит, фотошоп. это секира зонта ружье. Как не с кафе, 3 в Секира 1. зонта ружье. Анна Мика говорит, у нее фартук на голое тело ухмыляется. Ау. Анна Мика говорит, Пимка,
Кусь. Так, ладно, всем кусь, давайте я вас вырублю. Ну что, дамы и господа, все, кто здесь, я советую вам уходить, потому что это будет чтение лора. Я не буду практически читать вас, я буду периодически обращать на вас внимание, когда мы будем заканчивать, читать ту или иную главу или еще что-то. Вот. Буду запинаться, опять же, потому что есть проблемы с дислексией. Слова вижу не так, буквы все плывут, беда. Что такое? Сменить аватар. Ага, Бейдоу. Здесь что? Достижения. Кстати, чудеса света. Маловато общения. Выполните испытание даты в лабиринте. Здрасте. Что еще? Это мы сделали на прошлом стриме, когда мы проходили испытания. Так, наставление Фосфороса. Доведите 15 фей до их садов в экономии. Было дело. А у нас не накопилось? Не накопилось? Нет, сейчас, секунду. Так, что это? Чпок. Сколько нужно? Ой-ой-ой, нет. Нет. Давайте почитаем плащи, потому что просили почитать именно плащи, там что в них написано интересного. Ой, что я нажал? Гардероб. А что озвучка не говорит? Я ее выключил, потому что я буду сейчас читать. Ну что, начнем с самого первого. Описание. Как называется? Крылья новичка. Много лет прошло с тех пор, как последний новобранец вступил в ряды скаутов. Эмбер давно мечтала о том, чтобы однажды лично вручить этот планер подающему надежду новичку. Но годы шли, а у нее все не было такой возможности. Скауты очень часто используют планеры, и после нескольких лет использования те рано или поздно приходят в негодность. К тому же, в своих перемещениях Эмбер часто полагалась на крылья, поэтому за свою практику она сменила уже десяток планеров. Тем не менее, у нее никогда и мысли не было о том, чтобы использовать этот особый планер. Почему-то в тот день настроение у нее было особенно хорошее. Эмбер наконец достала на свет тот почти никогда ранее не использовавшийся планер, так как перед ней стояла боевая задача по зачистке лагеря хиличурлов в пригороде Манштата. Так как небо в эти дни терзали непрекращающиеся бури, парить сейчас было особенно опасно. А потом случилось вот что. Эмбер толком не знала, почему решила проверить... Что? Поверить белокурой чужестранке. Алло. Не знала она и того, почему она казалась ей человеком, имеющим потенциал. Но если это действительно тот самый человек, то... А вот и обещанная награда. Прикольно. Это что? Я даже не помню, где мы его получили. Крылья дружбы. Декоративный планер. Надежда раскрыть крылья вместе с тобой. Непонятно. Крылья дружбы. Не у всех крыльев есть шанс взлететь. В этом мире есть птицы, которые никогда не умели летать. Есть и планеры, которые никогда не проходили проверку качества. Взглянув на ваше вдумчивое выражение лица, она, кажется, поняла ваши сомнения. Не бойся, еще никто не получал травм при проверке планера. Она продолжила говорить. По ее словам, выходило, что на тестах травмированы были только кабаны да хиличурлы. Вам даже стало немного жаль тех несчастных существ, которые пострадали ради того, чтобы вы смогли парить в облаках. Откуда этот планер? Расскажите, потому что я забыл, я не помню. Но вы потихоньку успокоились. Она продолжила. Планеры могут парить в основном благодаря благословению Анема Архонта. Естественно, еще и благодаря инженерам и умным людям из разных времен. Она никогда не говорила, зачем собирает печати Анема. Возможно, от того, что в ее жилах текла кровь искателя приключений, а в груди билось сердце торговца, она становилась особо разговорчивой, когда упоминала о людях с духом авантюризма. По ее словам, искатели приключений начали экспериментировать с планерами много тысяч лет назад. Вы вежливо прочистили горло. Она осеклась и смущенно продолжила объяснять, что же такого особенного в этом планере. Просто из-за некоторых его особенностей люди подозревают, что
что он не благословлен Анема Архонтов. Серьезно? Просто потому, что создатель планера не обладал большой храбростью. Его прекрасное изделие было раскритиковано, и это отношение, но действительно было несправедливым. Но вы храбрый человек, вас не смущают чужие взоры. Пожалуй, из вас получился бы прекрасный тандем. Сказав так, она вручила вам этот уникальный планер. Конечно, он может летать. Конечно, он может унести тебя высоко в небо. Но при одном условии: тебе нужно поверить в него и в свою... Что? И в эту свою веру. Не понял, подожди. Но при одном условии: тебе нужно поверить в него и в эту свою веру. Поверить в веру, что ты в него веришь. Так, ладно. Так, у меня 50 минут, разучка не говорит. Этот планер как награда, когда ты только зашел в игру, вместе с 10 стандартными крутками давались. Понял. Крислов, привет. Успокоил, спать захотел. Но когда я читаю, это норм. Медленно, размеренно, с ошибками. Это заставляет заснуть людей. Награда PlayStation Network. Это, я так понимаю, мне нужно просто с плойки зайти, и мне его дадут, да? Ладно, я зайду. Крылья лазурного неба. Крылья лазурного неба. Хорошо бы ветерок подул. Вздохнул путник, бредущий по бескрайней пустыне. Один из небесных детей услышал и спросил себя сам: а нельзя ли дать этому человеку немного ветра? Можно, но ты можешь отправиться только с южного побережья. Придется пересечь долину между горным хребтом и холмами, пройти по песчаным берегам рек и ручьев, преодолеть огромное расстояние, и только тогда ты доберешься до него. И вот, отправившись с побережья, он начал свое путешествие. Пуходуванчика тоже хотел странствовать, и ветер заодно перенес его. Только что выпустившийся птенчик хотел летать, и ветер поддержал его крылья. Старик никак не мог... Что перемолоть зерно? Ветер задержался и покрутил немного крылья мельницы. Он помогал людям и любил землю, а потому стал постепенно уплотняться и превратился в человека. И вот, когда наконец догнал-то он путника, он уже не был ветерком, которому молился тот. Хорошо бы ветерок подул. Вместе с путником он стал бродить по земле. Прикольно. Мне кажется, история этого святого церкви в Фавоне очень милая, а главная идея — надо помогать другим. Прими этот планер как признание твоих добрых дел. Прикольно. Крылья золотого полета. Взгляни на пышные облака меж скал. Сколь чудесны и изящные они, Господи. Присматриваясь, шьют они радуги и вырезают снежинки. О, Господи. Я прошу прощения, мне телефон звонит. Алло. Добрый вечер. Спасибо и вас. Так. Я здесь. Позвонил водитель, который завтра заберет Кысыча на груминг.
Взгляни на пышные облака меж скал, сколь чудесны и изящны они. Пересмеиваясь, шьют они радуги. Что? Пересмеиваясь, шьют они радуги и вырезают снежинки. С этой фразы начнем мы сегодняшнюю историю. Все знают, что в Лиюэ повсюду, в лесах и полях, среди горных облаков встречаются следы бессмертных героев. Они защищают справедливость там, куда не достает взор Цисин. Мы уже рассказывали историю о двух безымянных воинов, которые шьют радуги и вырезают снежинки. Сегодня мы расскажем историю о другом великом герое. Говорят, он пришел вместе с восточным ветром, получив знак силы от властелина камня, и превратил его в крылья золотого полета, и отправился на подвиги в Лиюэ. Кислотного дракона он вбил в землю кулаками размером с гору Аоцан, а одинокого оборотня побил так, что адепты позавидовали бы. От одного лишь взмаха его меча разбегались орды бесов, а от того нахала из Фатуи и в шелковых портках, который на перу... Что? Поносил властелина камня и ругал Цисин, он посадил задом на блюдо с фруктами. F его задницы. Одни бананы ему залетели. С фруктами и так побил, что у того душа до 7-го неба долетела, довернулась. Кланяся, потом и прощения просил перед властелином камня и Цисин. Очень радостно получить такой шикарный планер в благодарность от народа Лиюэ. Однако устный рассказ о подвигах героя, которым все это сопровождалось, как ни посмотреть, превзошел любые ожидания. Такое. Это, я так понимаю, крылья, которые мы получим за драконий хребет. Мы его так и не выполнили. Крылья наземника молний. Словом тенгу называют те не только легендарных существ с горы Йогу, чья история уходит в далекое прошлое. Мы также используем это слово для описания ловких воинов, действия которых трудно предугадать. Все-таки у тенга ведь есть крылья. Поначалу вам трудно в это поверить. Прежде всего, тенгу — это те, кто получил божественный дар и овладел искусством свободного парения в воздухе. Вы оседлали ветер и облака над хребтами и крышами домов по всей Надзуме. Уподобить вас ворону или соколу было бы слишком скромным сравнением. Когда-то в Надзуме были люди, которые восхваляли тенгу и подражали им. Они называли себя кланом тенгу. Забравшись на крышу Тенсюкаку, на верхушке высоких деревьев и ворота Тори, они весело потешились над проходящими внизу простыми людьми и чиновниками. Однажды они оставили в резиденции сёгуна возмутительную надпись: их превосходительство Тенгу, повелители Тенсюкаку, пренебрегшие авторитетом храма и сигуната, такая беззаботная компания? Компания в смысле не компания, компания, все понял. Просто у слова компания как минимум 3 смысла. Потом их поймали настоящие тенгу и преподали им урок. Но вам, конечно, не стоит переживать по поводу этой легенды, ведь законопослушный гражданин, соблюдающий общественный порядок и добрые обычаи, вы отмалчивались, потому что вы частенько раскрываете свой планер, просто чтобы полюбоваться на крыши домов и Надзумы или забраться на высокие каменные стены. Также титулом тенгу награждают непревзойденных мечников. Помимо основанных школ, которые восходят непосредственно к Наруками, а также школы рассекающего туман и Мэйкё Шисуй, которые существовали лишь в течение короткого времени, есть еще одна школа фехтования, дожившая до наших дней — Ивакура.
Секретная техника Ивакуры, которой испокон веков обучали только лучших учеников, называется захват Тенгу. Говорят, что с ее помощью можно было одолевать даже изощренных и стремительных Тенгу-йогу. Это горы-йогу. Думаю, что говорить о ваших способностях в этой области нет нужны. Наконец, Тенгу часто владеют искусством использования анема и электро. Согласно легендам, существует реликвия, передаваемая Тенгу-йогу из поколения в поколение. Веер бурь и гроз. Говорят, что его лицевая сторона может призывать анема, а задняя электро. Если вы можете использовать силы анема и электро, значит вас определенно можно назвать Тенгу. И, кстати, веер на самом деле просто уловка. Обычно, чтобы не попасться Тенгу, который может призывать анема и объединяясь с другими, который может призвать электро. Стоящий в стороне Сари кажется более неловко, чем вам. Это как будто нам кто-то рассказывает, рядом стоит Сара. Я не очень понимаю контекста, где это происходит. За вашу службу Энадзуми храм хочет наградить вас этим планером. Так вот откуда у Тенгу крылья. Заметив ваш подозрительный взгляд, Сара тут же отвечает: «Конечно нет!» Так, этого у нас нет. Репутация Сумеру, репутация Фонтейне. Привет, всем привет. Нет, я не выбил Искафио, но я выбил Бэйдоу. Крылья пиршества. Действие этой истории разворачивается на межзвездной транзитной станции, где путники могут отдохнуть в небольшом ресторанчике. Пожилой хозяин заведения, уставший от долгого скитания, космический капитан. Что-то тут какая-то история странная. Но я понимаю, что это, наверное, имеется в виду реальный мир. Спасибо. Смело отправишься туда, где еще никто не бывал, а затем превратил свой ржавый космический корабль в ресторан. Первой посетительницей ресторанчика стала богиня, которая блуждала между мирами с тех самых пор, как была уничтожена ее родная планета. Она жаловалась хозяину ресторанчика на непостоянство космоса, говорила о своей любви к жизни, населявшей уничтоженную планету. Говорила о своей любви к жизни, населявшей уничтоженную планету. Я помню каждый славный момент в истории развития нашей цивилизации. От доказательства теоремы об отношениях сторон в прямоугольном треугольнике до завершения строительства космического лифта, от первого наскального рисунка до создания географической серии из 53 галактик пейзажей. Хозяин ресторана молчал, пока не было приготовлено угощение для клиентки, а затем подал ей еду. Но вы ведь тоже можете сделать для них что-то еще. Вот, поужинайте и попробуйте. На самом деле богиня была искусным интеллектуалом, разработанным разумными видами планеты для оптимизации распределения планетарных ресурсов. Владелец ресторана был прав, кое-что она еще могла сделать. Вторым посетителем был демон, уничтоживший множество миров. В ресторанчике он заказал целую гору еды. Так много, что владелец ресторана невольно поинтересовался: «Вы уверены, что сможете съесть все это?» «Хватит болтать! Что не съем, заберу с собой!» Облизнулся демон. На самом деле, так демон больше напоминал змею, что выпускает из пасти язык, пытаясь оценивать окружающую обстановку. Уплетая за обе щеки вкуснейшую еду, демон хвалился перед хозяином ресторана, бывшим капитаном корабля, своими успехами, но доесть всю гору заказанной еды он так и не смог. «Почему вы не стали доедать? Невкусно?» Демону ни разу еще не задавали таких вопросов. Поначалу он даже хотел покривить душой и ответить невкусно, но увидев, что легендарный капитан взялся за ружье, демон присмирел и
попросил упаковать еду с собой. Сам того не зная, демон только что сохранил себе жизнь. Вместе со званием почетного первого помощника, оставленному ветерану, также предоставили право расстреливать нарушителей порядка в его заведении. И ружью, что висело под часами без дела, было очень обидно упустить такую возможность показать себя. Традиционный... Что? 30-й посетительницей была ведьма. Едва взглянув на нее, хозяин ресторана уже знал, что она хочет заказать. Они все время молчали, не говоря друг другу ни слова. Наконец ведьма вскинула глаза на хозяина ресторана. За щеками ее еще была еда, а губы блестели от масла. «Значит, тебе нечего рассказать?» — спросил капитан, который видел больше историй, чем мог сосчитать. «Я все рассказала, когда пришла сюда в первый раз», — ответила ведьма, забив еду. «Я что, не могу зайти к тебе, чтобы просто вкусно поесть?» «И то правда», — сказал хозяин ресторана, протягивая ей салфетку. «Привет, какое совпадение, я тоже играю сейчас в Геншин». «О, привет, приятной игры!» О, Натлан. Прикольные, кстати, крылышки. Такие демонические, кстати. Так, крылья... крылья переплетевшихся судьб. Он издалека увидел копну золотистых волос, когда повелитель объявил о новом наследнике престола. Я напомню, вот эти крылья нам дали вообще на халяву. Я ничего не делал, они мне просто в письме пришли. Ой, извините, это у меня выключаю. Праздничная и... Ой, прошу прощения, что это. Воздуха не хватает. Праздничная и шумная атмосфера мало его волновала, ведь живые и искусственные цветы, что... разбрасывали вокруг люди, убирать придется именно ему. Бросив кроткий взгляд на дворец, он вернулся к охране порядка на площади, ведь пока он был обычным молодым рыцарем. Светловолосый наследник, напротив, озадаченно смотрел на море людей перед собой. До этого он жил во дворце и только сейчас осознал, как много людей обитает в этом подземном царстве. Осиротевший наследник исчезнувшего королевства, некогда он нес на своих плечах ответственность за целый мир, но за свою кроткую жизнь он почувствовал доброту жителей этого места, снял с себя великую ответственность, и из владыки мира он стал лучом надежды для одной единственной страны. Пусть происхождение рыцаря и не назовешь ничтожным, однако перед таким величием оно не стоило упоминания. Куда более благородной была судьба светловолосого наследника, но, потеряв целый мир, он отдал свое сердце одной стране. Позднее молодого рыцаря повысили в звании и дали ему титул «Сумеречный меч». «Сумеречный меч! Подожди! Сумеречный меч! Это же Dying Slave, Сумеречный меч!» А светловолосого наследника шаг за шагом уводил в самые глубины королевства последний темный король. Чтобы спасти из тюрьмы старшего брата, которого ослепили за дарование пророчества, молодой рыцарь собрал всех юных гениев этой эпохи. У него не было плана, они лишь хотели спасти свою страну. Светловолосого наследника же использовали как бездонный сосуд для поглощения силы бездны и фактически превратили в ключ к уничтожению всего мира. В тот миг, когда благородство пало в бездну, а ничтожество поднялось из тьмы, и пересеклись их пути. Цареубийство, долг, жестокость, предательство, пока все не превратилось в пустоту. Последовавшее затем время, что товарищи по несчастью провели в путешествиях вместе, было лишь краткой точкой пересечения в хаосе их бесконечно долгих жизней, что лишь отдаляли их друг от друга.
Серьезно? Тогда Enslave, получается, это история про Enslave. Ничего ся. Ничего ся. Беда. Так, крылья мы почитали. Ладно, давайте вернемся в архив. Существа, крылья, вот это все мы потом почитаем. О, крылья. Материалы потом почитаем, мы сейчас возьмемся за книги. Можно я открою окно? Может быть, чуть-чуть шум оттуда доносится, но, блин, воздуха прям не хватает, я зеваю. Так вот сделаю. Так. Поэтому хотели, чтобы ты прочитал историю крылышек. Понял. Понял, принял. Путеводитель по Тейвату, том 1. А сколько томов? Подождите, здесь галочка, значит он все. Мы собрали все путеводители? Не понял, почему их 3. Чат, объяснитесь. Манштадт я помню. Не понял. Пойду термос чая заварю. Давай. Объяснитесь, больше не будет путеводителей, только 3? Это ж нечестно. Потому что на них забили, начиная с Сумира. Ну окей, давайте путеводитель почитаем. Манштадт мы читали. Путеводитель по Тейвату, том 2, путеводитель по Лиуэ. Специальный выпуск географического журнала Тейвата «Путешествие Алисы в Лиуэ». Тростниковые острова. Что делаем? Читаем лор. Ой, кстати, я же забыл. Сейчас надо переключить вам вот так вот сделать. И в ТикТоке я, правда, ваши... Анамика, Оля, Байду, я полный ник не вижу. Мастер Шляпка, спасибо всем за лайки. Сейчас счетчик лайков сбросится. Потому что я лейаут поменяю. Кажется, я здесь надолго, поэтому чая нужно много. Все. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба. Не понял? Понял. Тростниковые острова. Северный приток реки Бишуй превратил это место в болото. Если взглянуть от каменных врат на юг, то можно увидеть, что все пространство, насколько хватает глаз, укрыто тростником. И далеко на юге можно разглядеть постоялый двор, прямо на горе. Постоялый двор Ваншу – самая высокая точка на Тростниковых островах. Еще южнее можно увидеть долину Гуюй и каменный лес Гуюнь, далеко над морем. На крыше постоялого двора обычно сидит странный паренек. Я никогда не слышала, чтобы он говорил. Обеды на постоялом дворе Ваншу всегда щедрые, а кухня прекрасно оборудование. Просто мечта алхимика. Кстати, об алхимии. У меня появилось несколько новых идей по поводу катализатора для взрывчатки. Если все пойдет гладко, я задержусь здесь на несколько дней, а потом отправлюсь в долину Гуньюй. Долина Гуньюй. Я добралась до долины Гуйли. Ой, подождите, долина Гуйли. Я добралась до долины Гуйли на несколько дней раньше, чем планировала. В древних книгах сказано, что до войны архонтов в долине Гуйли процветала торговля. Местные лисы и дикие зяблики очень красивы. Шерсть и перья у них блестящие. Говорят, эти хулиганы поедают подношения, которые местные из Лиуэ приносят в жертву Геоархонту. Любопытно, пахнет ли их мясо фруктами при готовке? Может быть, мне стоит здесь поохотиться? Хотя на дороге строго с контрольно-пропускными пунктами. Стража на них приветлива. Хотя на дороге строго с контрольно-пропускными пунктами, стража на них приветлива. Я сделала несколько лекарственных средств из местных трав и вылечила заикание одного из стражников. Правда, у снадобья оказался маленький побочный эффект. Он стал неконтролируемо подражать речи всех, кого встречал, вплоть до интонаций. Заоблачный предел. Говорят, где-то на вершинах заоблачного предела среди облачных морей скрыта обитель адептов. Многие собиратели трав из Лиуэ некогда видели призрачные очертания этой обители.
по моему опыту, если наесться определенных грибов, то тоже можно увидеть такие видения. Местный рельеф очень необычен. Множество огромных каменных столбов выглядит так, будто место им под землей, а не здесь. Под землей же здесь располагается огромный резервуар с водой. Интересно, если всю воду оттуда перекачать в море, погрузится ли заоблачный предел под воду, как однажды в прошлом? Мой спутник, господин Джун Ли... Серьезно, ты гуляла с Джун Ли? Обычно предельно серьезен, но после того, как я высказала ему свои мысли, он почему-то не может перестать смеяться. Исключительно странный человек. Отмель Яогуан. Говорят, отмель Яогуан часто укрыта туманами, и порой они настолько густы, что ничего и на расстоянии вытянутой руки не видно. Но я, к сожалению, не успела до того, как туман рассеялся. Что ж, очень жаль. На берегу было так много красивых ракушек. Интересно, многие ли из них застали войну архонтов? Я сделала из этих ракушек ожерелье. Но потом этот глупый рыбак на постоялом дворе просто сел на него и раздавил, раскрошил своим задом все ракушки, ни одной не осталось. И мне же потом пришлось возместить ему расходы на лечение, потому что он порезался обломками тех ракушек. Огромная витая раковина стоит на месте, где река Бишуй впадает в океан. Живущая в ней старушка очень доброжелательна. Говорят, ее семья приплыла сюда на огромной раковине, и теперь она спасает потерпевших кораблекрушение людей, которых прибивает сюда. Думаю, если переделать эту раковину в самоходную лодку, то можно было бы спасать еще больше тонущих людей. Но когда третий прототип моей самоходной раковины вышел из-под контроля и взорвался, старушка решила, что больше не хочет спасать меня из воды. Серьезно. Спасибо за подписку. Всем привет. Так, вообще не поменялся. Возможно, меня уже не помнишь. Nameless Horizon. Не помню такого ника, прости. У тебя очень длинный ник. Это место, где каменный лес Гуюнь. Это место, где Геоархонт некогда победил морского монстра. Вогнанные в морское дно, сломанные в нескольких местах огромные каменные копья, тем не менее, до сих пор возвышаются над водной гладью. Их формы — шестигранные призмы, созданные под влиянием геоэнергии, очень занимательны. Если смотреть сверху, то кажется, будто эти призмы тщательно расставлены кем-то, чтобы в море сложился особый узор. Может быть, все эти сброшенные в море копья на самом деле были дурной шуткой Геоархонта? Господин Джун Ли из гавани Лиуэ, кажется, хорошо знаком с местными легендами, но я никогда не видела, чтобы он приходил сюда. Отсюда можно увидеть постоялый двор Ваншу вдалеке. Думаю, тот странный юноша, которого я встретила в прошлый раз, до сих пор сидит и смотрит в эту сторону. Это она говорит про одного из адепта Сяо. Сяо. Местные артерии Земли очень занимательны. Здесь они еще более активны и хаотичны, чем в других частях Лиуэ. Возможно, некая непоколебимая сила до сих пор пульсирует на дне океана, скрытая толщами воды. Вероятно, тот побежденный морской монстр до сих пор ползает в морских глубинах. Том 3. Путеводитель по Инадзуми. Мы его недавно нашли. Специальный выпуск географического журнала Тайвата. Путеводитель Алисы в Инадзуми. Гора Йогу. Большая гора на севере острова Наруками, покрытая великолепными деревьями сакуры, который имеет большую корневую систему со священной сакурой, самым большим деревом на ее вершине. В ее честь было построено крупнейшее святилище Инадзумы, великий храм Наруками. Малышка Яи, которая управляла святилищем, последние несколько лет стала совсем взрослой. Мне немного грустно осознавать, что я больше не смогу заставить ее плакать так же легко,
когда она была маленькой. Я ожидала, что она напьется и начнет нести чушь и плакать, как она обычно делала, но в этот раз напилась я и стала посмешищем. Она посмеялась и выставила меня глупой старухой. Жаль, а мне так хотелось подшутить над ней. Город Инадзума. Я принесла старику Наганахари новую формулу фейерверка. Однако, услышав о действии нового лекарства от глухоты, о котором я ему рассказала, он настойчиво отказался от него. Старый Наганахара настолько консервативен в своих формулах взрывчатых веществ, что всегда разбавляет их до такой степени, что взрывная сила не сможет взорвать никаких заметных физических изменений. Что взрывная сила не сможет вызвать никаких заметных физических изменений в окружающей среде, полагаясь только на сгорание различных металлов для создания унылых визуальных эффектов. Меня забавляет, когда все, что он хочет делать, это закрыться в мастерской и экспериментировать. Пустая трата времени. Но его дочь, Юмия, очень интересный человек. Мы отлично провели время на празднике, собирая сладости и экспериментируя с новыми формулами. А потом приехала пожарная команда и выпроводила нас на холодный и одинокий берег, объясняя это каким-то новым правилам обеспечения порядка в городе Инадзума. Смешно. Мы обсудили множество формул, и Юмия поделилась со мной конструктивными идеями. У этой девушки настоящий талант. Было бы здорово устроить шоу фейерверков в раю, который я создала для Кли. Что? В раю, который создала для Кли? Жаль, что этот сёгун с недружелюбным лицом не спускал с нее глаз, и у меня не было возможности не усовершенствовать этот механизм, не взять его с собой. Не так давно я смешивала лётное зелье на дворцовой кухне. Произошел взрыв, в результате которого пострадал молодой генерал Тенгу. Боюсь, что понадобится полмесяца, чтобы перья на его левом крыле отросли. Я хотела подлечить ее, но она меня с тех пор избегает. Я оставила ей несколько лекарств. Хорошая возможность проверить их действия. После этого случая парнишка, что целыми днями не выходит из резиденции Тенчукаку, приказал солдату повсюду следовать за мной. Это переходит все границы. Я уже извинилась перед ней, но она не желает с этим мириться. Но ведь она сама предложила мне использовать дворцовую кухню для проведения экспериментов. Кроме того, госпожа Камисата уже в 6-й раз вежливо отклонила мое предложение присоединиться к супергруппе. Жаль. Татарасуна. Татарасуна — это природный остров в форме кольца. Его горы возвышаются над морем и окружают... Вы слышите звук? Да, вы слышите звук. Так, Милашка, привет, Сергей, здравствуйте. Давненько меня тут не было. Тот акт я уничтожил новый. Ты какой акт был у тебя раньше? Какой звук? В смысле? Звук музыки, она чуть-чуть играет на фоне. В игре. Вот. Тут. Вот слышите же звук? Вот этот. Бип-бип-бип за окном. Это птички делают звуковое сопровождение. Я могу, кстати, музыку сделать чуть погромче, чтобы было слышно. О, привет, помнишь меня? MGG... Нет, не помню, прости. Nameless Horizon. Nameless Horizon не уверен, прости, пожалуйста. Так, давайте я вот тут кое-что передвину. Вот так вот сделаю. Вот так вот. Так вот сделаем, чтобы все это дело не налазило. Ну что? Где я остановился? Татарасуна.
Татарасуна — это природный остров в форме кольца. Его горы возвышаются над морем и окружают грандиозную кузнечную печь в сердце острова. Именно здесь производят нефритовую сталь, обеспечивая производителей Инадзумы превосходным материалом для оружия. Сталь, выплавленную из крови и костного мозга выпавшего божества, это место гордость главы комиссии Тенрё. Поэтому он особенно заботится о рабочих и технических специалистах. Во время его пребывания в Татарасуне меня сопровождала женщина по имени Кагами Годзен. Она, похоже, является лидером среди рабочих и занимает официальную должность в Сигунате. Несмотря на то, что она подчиняется главе комиссии Тенрё, она имеет такую же власть над рабочими, как и сам глава. Рабочие любят и уважают ее. Осмелюсь предположить, что они с большим трепетом относятся к ее приказам, чем к приказам Сигуната. Но сама Кагами Годзен всегда выглядит хмурой и безразличной. Рабочие Татарасуны в большинстве своем безродны, и их выбросило на эти берега волнами истории. Они отличаются друг от друга татуировками, которые покрывают их тела, и песнями, которые они напевают во время работы. Но эти различия также их объединяют. Как и у других работников Татарасуны, на теле Кагами Годзен остались шрамы от ожогов, последствия работы в раскаленной кузнице Татаригами. Для посторонних людей это знаки страдания и короткой жизни, но здесь они являются символом принадлежности к семье. Я взяла на себя смелость модифицировать город Микага, выбросив в море несколько клапанов и панелей и улучшив защитный купол, который был практически бесполезен. Интересно, как к этому отнесутся инженеры из Фонтейна? Старик Куджи впадает в бешенство из-за резкого падения производства, но, по крайней мере, Татаригами не выйдет из-под контроля. Ну, как сказать, из-за перегрева. Собака, она виновата. А если кузница будет разрушена во время войны, которая, вероятно, скоро начнется, взрыв не будет слишком большим. Большим по моим личным меркам, конечно. Это все из-за этой собаки, я с этим дурацким... Как его звали? Как звали эту собаку? Ксавье, блин. Из-за нее мы с Ксавье мучились, блин. Засранка. Не исключено, что мои гениальные вмешательства вообще предотвратят войну. Хотелось бы видеть их лица астрологов, когда их предсказания сбудутся. Остров Йошиори. Чистое голубое небо над островом Йошиори – приятное зрелище. Эти упертые амёджи объяснили, что Сёгун Райден поставила здесь несколько оберегов, чтобы предотвратить разложение, которое просачивается из останков змеиного божества, или что-то в этом роде. Я не очень хорошо разбираюсь в их религиозном жаргоне. По моим наблюдениям, эти фонарные столбы весьма интересны, хотя они выглядят как изделия, посвященные электроархонтам. Технология, которая использовалась для их изделия, мне хорошо знакома. Стоп, это ведь путевые заметки, а не научная работа. Нас тепло встретил Ватшидзу, староста деревни Хиги. Рыба на гриле и анигири были великолепны. Кроме того, в том месте, которое они называют побережьем Надзучи, полно дружелюбных пиратов. Ах, как жаль, что я не смогла дольше остаться на этом острове. Работа в шахтах на острове кипит, но шахтеры используют довольно отсталые инструменты, хотя священные столбы, установленные повсюду сёгуном, по большей части предотвращают распространение татаригами. Длительное воздействие кристаллов их змеиных костей привело к тому, что большинство шахтеров страдают хроническими заболеваниями. Мочи сакуры, которые принесли с собой амёджи, очень вкусные, но вряд ли сравнятся с теми, которые делает малышка Яи. Мне стоит навестить святилище
Ассассе. Интересно, как поживает та толстая кошка? В тот раз я пыталась поймать ее при помощи специально сделанной клетки, но меня остановила жрица. Так, я здесь. Эндрюс, привет! Майн сейчас Теннер отдыхает от Майна. Да, Майн я не играю. Честно не помню, ты вроде Майн стримил, или это было... Я стримил Майн очень давно и относительно недавно. Я так понимаю, ты... МГ, я тебя вспомнил, если ты еще здесь... его уже здесь нет, но я его вспомнил. Он был еще на первом Майне, это когда только-только я начинал стримить. Все понятно. Так. Мико Куси, Андрей Желточек, Савье Пес. Да. Подвальный, возможно высказать все в лицо. Серьезно? Давайте ее зарежем. Капец. Псевье. Сутула. Псевье. Так, ладно. Путеводитель по ТВ. На самом деле очень прикольные заметки. Почему они их перестали делать, непонятно. Так, что у нас из новенького непрочитанного? Вот, войны Хамаварана. Хамаварана. Сколько здесь? 3 тома. Ну, давайте. Войны Хамаварана. Предисловие, том 1. Благодаря новой программе найма писателей и прекрасно проведенному конкурсу «Потрясающий роман», многие местные и приезжие писатели-новички смогли представить свои замечательные работы. Хотим выразить особую благодарность писателям всего мира за поддержку индустрии легких романов и Надзумы, а также за милость и щедрость господина Хайраги Шинсукаке из комиссии Кандзё. Именно с вашей помощью эти прекрасные литературные произведения получили сегодня шанс предстать перед читателями Инадзумы. Как вам всем известно, до указа Сококу по землям Инадзумы скиталось множество превосходных самураев, однако их звали Хамаваран. Одного из них, звали Хамаваран. Это блестящий мечник, уроженец далекой страны Сумеру. Истории о том, как он помогал нуждающимся и боролся со злом в королевстве света, впоследствии померкли перед событиями эры процветания при правлении ее превосходительства Огёсё. Но с помощью новой восходящей звезды литературы, моей подруги Пурсины. Что ж, довольно слов. Надеемся, читатели не откажут себе в удовольствии и при желании окунуться в атмосферу войны Хамаварана. Том 2. По сравнению с грозами на море, поздно окончить учебу окажется сопряженно с более сильной тревогой. Такие мысли занимали Хамаварана во время его долгого морского путешествия в Инадзуму. Ты думаешь о том, что не сумеешь закончить учебу в срок, если не допишешь дипломную работу, правда же? В каюту доносится знакомый голос. «Заткнись! Ты кто так? Ты... И кто ты вообще? Неужели так уж важно, кто я? Думаю, все равно это не так важно. Господи. Сейчас, секунду. Я соберусь. Сейчас все будет. Здрасте, всем привет. И вот, так И вот так препирательство двух голосов продолжается посреди бури, сотрясающей море. Беспокойство по поводу шторма и страхи о неоконченной научной работе внезапно становятся далекими и неважными. Однако, после постановки корабля в док голос, который... Разве тут не должно быть запятая? В док, запятая, голос, запятая, который... с ним спорил, больше не возвращался. Возможно, это просто призрак жертвы кораблекрушения, сказал Хамавран про себя.
Призраки всего лишь воспоминания артерий Земли о погибших. Это не более чем явление резонанса между настоящим и прошлым. И хотя довольно странно наблюдать это явление на море, но совсем уж нелогичным назвать его нельзя. «Кого это ты называешь призраком?» Не успевает Хамаваран найти для себя приемлемое объяснение и взять багаж, как знакомый голос возвращается и снова орет ему на ухо. Том 3. «Так ты и правда призрак?» «Нет, я еще даже не умирала. Но и не живой тоже никогда не была. Пожалуй. Говорливая молодая девушка, которая утверждает, что она шикигами, уплетает данго и так жадно, что Хамаваран беспокоится, чтобы она не поперхнулась. Если бы мне пришлось объяснять, то меня, скорее всего, можно назвать призраком. Так значит, ты все-таки призрак. Не такой, которого ты имеешь в виду. После еще одного раунда препирательства Хамаваран наконец понял, что она нечто напоминающее призрачную охрану Сумеру, что при подписании договора с вашим настоящим именем, что при следующем применении их под вашим настоящим именем таинственное заклинание мира по сути своей одинаковы. Опять же, может быть, здесь проявляется величайший страх человечества, что тебя будут контролировать. Пока его мысли так блуждают, Хамаваран вновь сожалеет о том, что изучал малопопулярную морскую биологию, а не мистические искусства. Мне приходится не только плыть из Надзумы в какую-то даль, но и вести безумные споры. Хотя, возможно, встретить эту говорливую путницу было для меня удачным поворотом судьбы. Что-то я не понял. Это прикольная история, но я не очень понимаю, что происходит. История как будто бы не закончена, хотя книга отмечена галочкой. Как будто бы она закончена. Ты, наверное, тоже чайку попей, расслабься. Тут это не поможет. С дислексией чуть труднее. Тортик, да, правда, это... Все. Том 1. Один и единственный. Так, можно вот это убрать. Драгоценные сказания Киошикен Шинкагуэти. О, Господи! Былые времена говорили, что согнутый лук подобен месяцу в небесах, а хороший клинок — драгоценному нефриту. Говорят, что когда Наруками пришла к своему народу, она принесла с собой секрет изготовления мечей. Спустя 1000 зим и сотен жатв смертные мастера-мечники научились делать мечи, которые могли бы порадовать саму Наруками. И спасибо Кирайру. И тогда Великий Храм и Сёгунат устроили церемонию. Лучшие в мире мечи были собраны и переданы в дар храму. Эти клинки получили имя Гошинто. Эта церемония получилась красочной и привлекающей внимание людей. Такой она осталась и до наших дней. Однако за праздником Гошинто таится истина, которая известна немногим. Изготовление мечей не простое дело для мастеров. Величайшие из их работ становятся известны как истинные клинки шинуччи. Мастер дает им красивое имя, а после вручает повелителю или божеству. Шинуччи не используются для лишения жизни и всегда должны оставаться чистыми. Остальные клинки известны как теневые клинки кагуэчи, и их отдают в пользование приближенным повелителя в качестве оружия. Эти клинки нечисты, ведь их часто обогряет кровь. С того дня, как Наруками Гонген, первый сёгун, начала властвовать над землями и Надзуми, ее всегда сопровождала младшая сестра-близнец Син и Каге. Истина и ее тень... Они вели переговоры и управляли двором, отдавали приказы и вели сражения. Младшую из них звали Эй, и даже само ее имя означало тень. Она и впрямь была тенью с первого сёгуна, преемницей, которой в итоге стала.
Как известно, в войне пронесшиеся по миру смертных, подобно багровому шторму, должны были уцелеть только 7 архонтов. Хотя теневая Сёгун была божественно искусна в боевых техниках и непревзойденно владела клинком, она считала себя лишь воином, мало что понимающим в душах смертных. Поэтому она решила отказаться от своей телесной формы, чтобы помочь старшей сестре вознестись в небесную обитель и получить власть над Инадзумой. Вскоре после этого... Извините. Шерсть во рту. Вскоре после этого истинная Сёгун Макото основала сёгунат и стала править страной. Она никогда не забывала о сестре и вскоре признала божественную сущность Эй и воссоздала для нее тело, тем самым вернув сестру и сделав ее своим самураем-тенью, Кагемуша. Вот. Хорошо, что тут не на польском. Привет. Саки-сан, привет. Камбамба Тенранека, камбамба Кирару-чан. Приветики, ютуб и Эндрису, Кирару куси-куси-куси, Кирару всю обкусали, ГГ тебе, Кирару. Кто сегодня вылизывал Кысыча? Да. Или съел его? Нет. Я же мог и себя вылизывать. У Кысыча научился. Так, «Разбитые мечты», том 1. Мы его читали? Я не очень помню. Луна играет в городе забытого угла. Я не помню, чтобы мы читали «Разбитые мечты», но здесь почему-то он отмечен так, как будто мы его читали. Давайте мы его прочитаем заново. Меня выписали, я уже дома. Умничка, я надеюсь, тебе хорошо. Хотя бы тебе получше. Научился у Кысыча чистоплодности. Ну, либо яйца вылизывать. Тут кому как. Шучу. Так, «Разбитые мечты», том 1, «Лунный свет». Говорят, в городе есть один забытый ветром уголок. Нужно лишь, стоя перед фонтаном, закрыть глаза, выждать 35 ударов сердца, а потом пройти 7 кругов по часовой стрелке и 7 кругов против часовой стрелки. И тогда снова открыть глаза. Можно обнаружить, что ноги сами перенесли вас к крохотному магазину. Это работает? Кто-то проверял? «Извините, есть кто-нибудь?» — робко спросила Вейга. Дверь за ее спиной захлопнулась. В кромешном мраке магазина раздался звон дверного колокольчика. Вечерняя мгла затекала внутрь через будто хрустальные витрины. Магазин был завален вещами совершенно неясного назначения, и она осторожно пробиралась мимо них, боясь нечаянно наступить на что-нибудь. Никто ей не ответил. Тогда Вейга начала присматриваться к окружающим ее вещами. То были части механизмов и неизвестного назначения. Несравненно прекрасная старинная лира, сломанные керамические плитки, испещренные непонятными рисунками, потрепанные временем, покрытые царапинами и засечками кандалы, забытая корона, принадлежавшая раньше знати. Блуждая по магазину и рассматривая собранные в нем бесполезные вещи, она в какой-то момент вдруг обнаружила подле себя хозяйку лавки с глазами узкими и хитрыми, как у лисы. Этот клык некогда принадлежал волчьему королю. Сейчас, возможно, лишь он, да и боги хранят память о том, как некогда земля сплошь была покрыта льдом и снегом. Едва слышно произнесла она: «Добро пожаловать, приглянулось что-нибудь? Есть ли у вас что-нибудь, способное заставить человека забыть?» «О, конечно!» Вейга схватилась за грудь и быстро спросила снова: «Даже если то, о чем нужно забыть, это человек, который очень-очень дорог?» Хозяйка с глазами лисы серьезно кивнула. «Я знаю. Тот, кого ты хочешь забыть, юноша, взором чистым, как сияние луны. Он исчез давно, оставив лишь
пустоту в твоем сердце. Ничто не сможет заполнить ее. Не имеет значения, насколько сильны счастливые моменты в твоей жизни. Они ускользают, подобно тому лунному сиянию. Вейга была настолько потрясена, что могла лишь молча кивать. Женщина с глазами лисы рассмеялась, будто из ниоткуда извлекла бутылку вина. Это вино, способное... Просто набухайся. Это вино, способное заставить человека забыть о своих страданиях. В древности, когда над землей свистели ледяные ветра, даже наши предки глубоко под снегами и во льдах тайно готовили это вино, чтобы укрепить свои силы и попросту выжить. Впоследствии жизнь этих людей стала счастливее и богаче, и способ производства этого вина был предан забвению. Она покачала бутылкой, осталось не так много. Кажется, будто ты связана с этим магазином, а потому я не потребую с тебя платы. Конечно, если это действительно то, что тебе нужно. Вейга... Ой-ой-ой. Так, Кысыч, тут, конечно, окошко, я сам хочу дышать. Я Кысыча принес. Я принес Кысыча. Кысыч, сладкий бубалещик. Так, научился. Так, ну ты шутник. Я в чай подавился. Привет, дядя с милым голосом. Покемон, привет. Винишка-чан, на все случаи жизни. Кысыч дебошир. Да нет, он наоборот лежал, а я его забрал. Мур для Кысыча. Кысыч, мур. Дай ребенку окошко посмотреть. Да пусть смотрит, просто это не надо было закрыть. Кысыч, тебе привет передают. Алло, Кысыч. Так, Вейга взяла бокал у хозяйки с глазами лисы. Верхняя часть бокала в свое время была инкрустирована неким камнем, но он был изъят, и остались после него лишь пустота и одиночество. Когда Вейга очнулась, то обнаружила себя перед фонтаном. «О, что я здесь делаю?» Она задумалась и быстро пошла в сторону дома по дороге, освещенной луной. Уже опустились на землю глубокие сумерки, и если она не вернется домой как можно скорее, ни о старом магазине, ни о способе попасть туда, ни о том, что произошло, она не помнила. «Она ушла», — сказала хозяйка с лисими глазами, когда смолк дверной колокольчик. Юноша со взором чистым, что сияние луны, вышел из глубины магазина. «Спасибо. Сколько раз она приходила? 6? Нет. 7. Юноша на мгновение заколебался, но затем спросил: «Это вино действительно работает? Не то чтобы я не верил, но... Тебе не верил, но...» Хозяйка не ответила, лишь рассмеялась. «Оно способно заставить заставить человека забыть страдания, но, кажется, ваше прошлое не мучение для нее. Это вино может лишь на время заставить ее забыть о тоске по тебе, о скорби от потери. Ей стоит только увидеть лунный свет, чтобы разглядеть в нем твое отражение, а после воспоминаний вернуться одно за другим. Ваша встреча на Луди Гаспатум. Это какой-то праздник, да? Вроде да. Гаспатум. Время, проведенное под ласкаемым ветром деревом после полудня, пейзажи, открывающиеся с мыса Веры, побег лука об руку... Что? Побег рука об руку, простите, с праздника середины лета, песня и накидка из птичьих перьев, что ты преподнес ей на собрании бардов. Наверняка для нее эти воспоминания то, с чем она не может расстаться. В моем магазине есть и такое вино, что заставит человека по-настоящему забыть все, что ты хочешь. Я могла бы дать ей его. Она едва улыбнулась, глядя на юношу, но он долгое время молчал, а после вздохнул. «А почему же ты жаждешь оставить ее?» «Ах, вот почему.
Он вынул из нагрудного кармана прекрасный сферический кристалл. В нем был смутно виден некий символ. Говорят, человек, получивший его однажды, может просто исчезнуть из этого мира. Просто серьезно. Поэтому мне лучше как можно раньше уйти, пока она еще молода. Пусть лучше забудет меня поскорее. Так вот в чем дело. Со смехом отозвалась она. Ты тоже избранный. И все же, знаешь ли ты, что может случиться с избранным в конце? Нетерпеливо поинтересовался юноша. Лишь тень улыбки скользнула по ее лицу, но ответа не последовало. Я должен идти. Раз уж мне выпала доля владеть этой вещью, то вынужден делать то, что должен. Если она придет снова, то что ты хочешь, чтобы я сделала? В таком случае позволь ей самой справиться с этим. А ты безжалостен. Том 2. Глазурь. Карасик, привет! Выпало с этого баннера Сахароза Карл. Кстати, Эндрюс, я не знаю, знаешь ты или нет, но я выбил Бейдоу. В начале стримчика можешь посмотреть. Том 2. Глазурь. Говорят, в одном портовом городе есть забытый скалами и плеском волн уголок. Стоит лишь вместе обдуваемым морскими ветрами закрыть глаза, повернуться спиной к шуму и суете и сделать 46 шагов назад, тогда, если в момент, когда стук собственного сердца полностью заглушит остальные звуки, открыть глаза, можно обнаружить, что ноги сами принесли вас к крохотному магазину. Что? Есть кто? Окликнул Юянь. Он на ощупь пошел, и дверь сразу захлопнулась за ним. Чистый звук колокольчика разнесся по магазину. Звуки разбивающихся об небрежные Что? Звуки разбивающихся о набережную волн тихо, будто вспоминая, проникли вовнутрь. Грудь различных... Я не могу читать. Груды различных старинных вещей, наполняемого... Сейчас. Груды различных старинных вещей, наполненного непонятного назначения, занимали узкое и длинное пространство в магазине. Юянь внимательно осмотрел наполняющие лавку предметы, испуганный мыслью, что пыль, оставшаяся на его длинных шелковых одеждах, может быть старше, чем он сам. Пожелтевший от старости бумажный фонарь... Бумажный фонарь? Это как понимать? Который воздух запускает, все понял. Клык неизвестного ему огромного дикого зверя, черный как ночь, кусок метеоритного железа, геометрический объект цвета потускневшего золота и с пазами и выступами, сделанный из неизвестного материала. Когда он взял в руки хрустальный пузырек с белоснежным порошком внутри, все завертелось. Совсем рядом с ним раздался женский голос. Это соль, полученная из слез некого архонта. Звук голоса, вспугнувший тягучую тишину, словно бросок камня, волнующий воду гладь, заставил его вздрогнуть от неожиданности и случайно выпустить пробирку из рук. Но звон бьющегося стекла, который он ожидал, так и не раздался. Хозяйка магазина с лисьими глазами удивительным образом успела поймать флакон с солью и поставила его на место. Странно, но я не помню, не помню, кто порекомендовал мне прийти сюда. Она едва кивнула, никак не отреагировав на его смущение. Добро пожаловать, приглянулось что-нибудь? Хочу подобрать подарок для девушки, которая мне нравится. Я планирую в скором времени просить ее руки, поэтому мне нужен подходящий подарок. Юянь нервно облизывал губы. В
встретившись взглядом с бездонными глазами хозяйки магазина, желтыми, что янтарь. Они смотрели друг на друга довольно долго, пока она не сказала: «Я поняла». Ее стройный силуэт быстро исчез в глубине магазина. Когда она вернулась, в руках у нее было нечто, смутно переливающее разными цветами. Только присмотревшись поближе, можно было рассмотреть кропотливо обработанный сверкающий кристалл о 10 гранях. Полагаю, ты тоже наслышан о кристальном сердце. Хотя он и ни разу не слышал о нем, Ююань все же кивнул. Говорят, такой кристалл, созданный человеком, является лишь жалким подобием настоящего. Настоящий кристалл может открыть человеку его сокровенные мечты, ибо он создан из предсмертных сожалений и желаний мистических созданий. Взгляни. Взглядом она дала понять Юяню, что они вместе должны посмотреть на мерцающие в глубинах кристалла иллюзии. Десятки тысяч лет промелькнули перед его глазами в одно мгновение. Звезды, звезды, океаны, сама Земля менялись и приобретали новые формы, подобно клубящимся облакам. Бескрайние снега превращались в луга, реки рассекали глади равнин, города кипели жизнью, словно муравейники, государства рушились, словно башенки из кубиков. Сгустились сумерки, лунный свет поблескивал на морской глади. Придя в сознание, Юньань обнаружил себя идущим к пристани. В руках он крепко сжимал твердый кристалл, уже ставший теплым, словно в нем действительно пульсировала кровь. Да, это кристальное сердце, действительно удивительное, думал он, быстро шагая в свете луны. Нужно лишь подарить ей его ей, и я подарю ей... Что? Нужно лишь подарить его ей. Если я подарю его ей, тогда я смогу... мне нужно будет. Висящий над деревьями колокольчик пронзительно зазвенел. Над дверьми колокольчик пронзительно зазвенел. Добро пожаловать. Приглянулось что-нибудь? Я бы хотела обменять этот... не знаю, считается ли он драгоценный камень. Луч света прошел через тщательно ограненный кристалл и рассеялся по магазину. «Мне подарил его один ухаживающий за мной молодой человек», — сказал, в нем можно увидеть удивительные образы. Не знаю почему, но когда я смотрю в него, мне лишь становится не по себе. Хотя камень очень красив, но сейчас мысли о том человеке вызывают у меня лишь раздражение. Поэтому я решила предложить этот камень в магазин драгоценностей. Я понимаю, это действительно превосходный 10-гранный кристалл. Только сколько моры вы за него хотите? На самом деле мне не нужны деньги. Однако позвольте мне присмотреться. Вот это соль? Кстати говоря, мне как раз нужно нанести визит в соляные земли. Я бы обменяла его лишь на этот флакон соли. Хозяйка с глазами лисы удалилась вглубь магазина, любуясь безупречными с точки зрения геометрии кристаллом. В тебе я вижу дурное. Истинная натура того парнишки действительно печалит. В конце концов, он всего лишь далекий от высших слоев общества человек, всеми правдами и неправдами старающимся пробиться наверх, и находящийся с помощью женитьбы войти в обеспеченную, успешную в солевой индустрии семью. Кто занимался солью? Я помню, какая-то девушка тоже в Лиюэ занималась, у нее семья заработала в солевой отрасли. Уже забыл, кто это был. Если бы не это, пусть бы и не было бы у них взаимной любви, но они все равно могли бы прожить вместе счастливую жизнь. В конце концов, счастье всего лишь привычка, и любовь здесь ни при чем. Она едва пригубила вино, тихонько посмеивалась над своими мыслями.
Но я не могу простить таких людей. С другой стороны, делиться взаимной искренностью с незнакомцами так легко. Я знаю, что с момента, как он приступил порог магазина, мы больше не встретимся. Так что плохого в том, что он узнал талику правды. Но чем ближе люди становятся, тем больше появляется коварных планов, и тем опаснее становится человек. Но как он догадался? Я сожалею, все это подвергло тебя риску. Так или иначе, хорошо, что все стало на свои места. Она опустила глаза. В конце концов, то, что ты оставила, это твое сердце. Я буду хорошенько его беречь. Однако тебе не кажется занимательным время от времени путешествовать, смотреть на нынешних людей? Том 3, Сапфир. О, кому-то что там за кого бананят? Что? Ловите конфеты так. Что произошло? Ой, стоит за шашлыком, и уйдите в задницу. Забананьте Тиса туда. Том 3, Сапфир. Говорят, в городе есть один забытый ветром уголок. Нужно лишь, стоя посреди площади, закрыть глаза, 7 раз повернуться по часовой стрелке, 7 раз против, потом пройти вперед 40 шагов и дождаться, когда щебет птиц на ветру мало-помалу стихнет. Тогда снова открыть глаза и обнаружить, что ноги сами принесли вас к крохотному магазину. Хозяйка магазина с глазами узкими, как у лисы, открыла стеклянные двери, позволяя лунному свету проникнуть внутрь и рассыпать по прилавку собранные с небесного покрова искры звезд, будто на показ распустившийся цветок, который пылью мяч с Луди Гаспатом. Окей. Где Луди Гаспатом? Что происходит в чате? Да-да-да, не, Тис, это... Роналдо против готовит попку. Так, где Луди Гаспатом изъеденные вредителями до неузнаваемости свитки или же лук без тетивы. Все это выглядит так, будто находилось в древних завалах старой аристократии. В лучах лунного света густо покрытые серебром. «Эй, как торговля?» Полный презрения голос донесся из глубины магазина. Хозяйка обернулась там, куда не проникал лунный свет. Вольготно устроившись в ее кресле, сидел хорошо знакомый ей гость. «Неплохо, последнее время потихоньку приходится остерегаться воров», — ответила хозяйка, изобразив улыбку. «Так-то собираешься отказаться от старых клиентов? В твоем магазине нет ничего, чтобы мне приглянулось. Хотя, если бы мне действительно пришлось выбирать... Ладно, как охота. А ты думаешь, я здесь, чтобы сбыть краденое?» Охотник разочарованно хмыльнул, но хозяйка лишь продолжила улыбаться. «Конечно нет. Ты никогда не сказал прямо сбыть краденое, обменять, поднести подарок, пожертвовать, уступить. Будучи уличным вором, ты проявляешь удивительную филантропию. Но сегодня я здесь по другой причине. Я здесь, потому что хочу кое-что попросить. То вино, что помогает забыть горечь разлуки. Хоть и он и был вором, сердце у него было благородное. Пусть словам недостаточно учтивости, улыбка, тронувшая его губы, была действительно искренней. Мне очень жаль, но оно уже продано. Фляжка уже припрятана. Что? Фляжка, уже припрятанная у него за пазухой, мистическим образом появилась теперь в руках у хозяйки.
На все товары здесь уже есть покупатели. В какой-то момент в будущем оно уже было продано. Оказывается, твои руки ловче моих. Неудачно вышло. Он горько усмехнулся. Недавно я понял, что груз тоски тяжелее золота. Раз уж моя работа предполагает постоянные прыжки по крышам и бег по узким балкам, следует избегать лишнего груза. Интересно, ощущает ли эту тяжесть та девушка с глазами синими, что сапфиры? Внезапно звон дверного колокольчика разбудил хозяйку... Что? Разбудил хозяйку магазина. Вошедшей оказалась ведьма с копьем в руке и острым, как тоже копье, взглядом синих глаз. Ее лицо пересекало клеймо, свидетельствующее о гонениях со стороны аристократии. Не обращая внимания на хаотично разбросанные по магазину вещи, она подобно клинку, пронзавшему сердце, прошла прямо к прилавку. «Добро пожаловать, приглянулось что-нибудь? У меня есть вещь для обмена». Звук ее речи был подобен звону бьющегося на осколки тонкого льда. Вслед за этим ведьма выложила на прилавок крупный синий кристалл. Один вор украл его у принадлежащего аристократу принадлежащего аристократу кубка. Он поднес кристалл мне в качестве подарка. И за этот подарок я была наказана моим хозяином. Однако это произошло много лет назад. Я думала, время усмирит мою злость, а мое желание вновь увидеть его утихнет. «Сколько моры ты хочешь за это сокровище?» Ведьма указала на настоящий в буфере драгоценный серебряный кубок с отсутствующим камнем. Хозяйка с лисьими глазами покрутила камень в руках, и его голубое сияние свободно разлилось по магазину и затерялось в его глубинах. Я поняла, если это действительно то, что тебе нужно. Когда одолевают сомнения, возникают опасения, что все усилия пойдут прахом, и тогда в людских душах появляются трещины страха. Затем по следам страха начинает следовать смерть, пронизывая до костей липким холодом. Многие люди лишь на смертном одре осознают, что были смертельно ранены, сосредоточие своих слабостей, неведомо когда открытое ими миру. Подняв синий кристалл к лучам лунного света, хозяйка магазина широко раскрытыми и от восхищения лисьими глазами наблюдала, как появляется и меркнет в нем родовой герб древности знати. Существует легенда, что в правильно выбранный момент в кристальных глубинах камня можно увидеть прошлое, будущее или же подлинную человеческую натуру. Именно поэтому ходит легенда о том, что существует одуванчиковое поле, столь же широкое и безбрежное, что океан. Именно поэтому говорят, что никогда в небе были 3 ярко сияющие луны по имени Ария, Санада и Канон. 3 сестры, оказавшиеся навсегда разлученными из-за страшной беды. Именно поэтому есть предание о ведьме, которая видела смерть до ее прихода и умирала сама от разбитого сердца, когда тот, кто разбил его, будучи в далеких странах, всю жизнь ждал с ней встречи. Она прекрасно понимала, что даже если выбросит этот драгоценный камень, легенды не исчезнут вместе с ним, как и не изменится однажды случившийся финал истории. И тогда лучше всего собрать все эти легенды и истории в собственном магазине. Том 4. Каменное сердце. Говорят, в одном портовом городе есть забытый скалами и плеском волн уголок. Стоит лишь, стоя на месте, обдуваемым морскими ветрами, закрыть глаза, повернуться спиной к шуму и суете, сделать 49 шагов. Если
Если в момент, когда стихнут людские голоса и останутся лишь стук собственного сердца, открыть глаза, то можно обнаружить, что ноги сами принесли вас к крохотному магазину. Есть кто-нибудь, мужчина в накинутом на плечи плаще, постучал в дверь через грязное окно, он разглядел товары, выставленные в магазины, бутылочка сверкающей звездной пыли, клинок, поблескивающий словно лед, картина, пожелтевшая от времени, эликсир, окутанный таинственным сиянием, поддернутые тонким слоем инея черепки. Мужчина вошел в магазин, и двери за его спиной закрылись. Когда он подошел к прилавку, внимательно рассматривая чудные, будто не принадлежащие этой эпохе вещи, рядом с ними раздался ласковый женский голос. «Добро пожаловать! Приглянулось что-нибудь?» Мужчина замер в удивлении, а затем обернулся и встретился с едва улыбающейся хозяйкой магазина. У нее были лисьи глаза. Дело вот в чем. Я ищу что-нибудь, что могло бы помочь мне примириться с моим прошлым. Мужчина откашлялся. В его голосе слышалась напряженность, что никак не соответствовало его внешности. Вот как. Поняла. Желтые лисьи глаза заискрились. Хозяйка магазина смерила мужчину в промокшем плаще оценивающим взглядом, после чего кивнула. «Лосось, привет, спасибо». Где остановился? Кивнула. После она наклонилась, ища что-то за прилавком, и извлекла оттуда искусно обработанный кусочек янтаря. Янтарь в руках хозяйки испускал слабое золотистое сияние, подобно свету в ее глазах. Мужчина взял янтарь в руки и тщательно осмотрел его в свете луны. В сумерках казалось, что в глубине этого мягкого золотистого свечения кроется бескрайняя буря. Его руки продолжали трястись. Этот янтарь на самом деле душа гор. Даже самая твердая и упрямая порода со временем может произвести на свет чистую, ясную душу. Голос хозяйки магазина звучал будто издалека, и мужчина лишь едва кивал головой. «Это именно то, что мне нужно», — мужчина ответил сильным голосом и, положив на прилавок универсальный увесистый мешочек с морой, медленно ушел, растворившись в дождливой ночи. Так все и было. Закончив говорить, хозяйка сощурила лисьи глаза и пытливо взглянула на стоящего перед ней гостя. И он больше ничего не сказал. В глазах молодого человека, внешностью похожего на горняка, читалось неприкрытое нетерпение, однако хозяйка магазина лишь молча покачала головой. Он оставил мешочек моры, кое-где выпачканной кровью. Голос хозяйки был спокоен, как водная гладь, и холоден, как лед. «Именно то, что мне нужно», — на одном дыхании выпалил молодой человек, будто специально избегая взгляда желтых лисьих глаз хозяйки. «В обмен я могу рассказать тебе одну историю». Хозяйка магазина кивнула, побуждая его продолжать. Тот мужчина в дождевом плаще. Однажды я добывал вместе с ним камень высоко в горах. И делал это ради того, чтобы стать лучшим. Но же ради семьи. Что-то я не очень понимаю. Потом одной дождливой ночью в недрах разработанной ими скалы мы нашли кусок янтаря, и на фоне сияющего золотого света, исходящего от его поверхности, замеркли прекрасные виды заоблачного предела. Мы договорились вернуться в порт и разделить доход от его поровну, но в тот вечер я, пользуясь тем, что шум ливня скрывал остальные звуки, тихо ушел, оставив его спать вечным сном на вершине тех гор. «Собака-пес!»
Я сделал это потому, что боялся, что не смогу верить ему, обещанию, которое слышали лишь несуществующие адепты. Поэтому страх победил меня. Я предпочел получить полную сумму, пусть деньги эти были кровавыми. Я не хотел брать на себя риски, которые несет за собой неизвестный компаньон. Утром следующего дня я спустил веревку и стал спускаться с горы. Где-то на четвертом, а может быть и на пятом или шестом шаге я уже поставил ногу на камень, когда... Дурной. Так. Камень, когда странная дрожь пошла по моим рукам, а затем по всему телу, пробрав до костей. В этот момент я поднял голову и взглянул на веревку, но уже было слишком поздно. Последним, что я увидел, были волокна веревки, торчащие на ее оборванном конце. Но я знаю, что такой гладкий срез мог быть сделан только охотничьим ножом. Итак, в конце концов, вы свели счеты. Хозяйка с лисими глазами едва заметно улыбнулась. Он забрал янтарь, а ты получил полную сумму за него. Молодой человек больше ничего не сказал. В легендах говорится, что янтарь — это душа гор, и чем выше их внутренняя сила, тем четче отображается в камне человеческая истинная натура. Некоторые говорят, что даже если хозяина янтаря уже нет в живых, он продолжает нести в себе желание и сожаление онного, ища человека, способного удовлетворить их или развеять их, По крайней мере, так говорится в легендах. Странный посетитель уже 2 часа как ушел, а ливень и не думал прекращаться. Хозяйка с лисими глазами долго ждала у окна, глядя вглубь улочки, затянутой пленкой дождя. «Но действительно ли они теперь свободны?» — спросила она, будто обращаясь к дождевой завесе. Но на этот вопрос ей не было ответа. Ой, не могу. Еще идти со своей едой, пес. Всем привет, кто привет, а всем пока, кто пока. Вот. О, господи! Вы что, с ума сошли? Какие 11 томов? Нет, это я не готов. Давайте что-нибудь... Я уже не вывожу. Тем более уже скоро, кстати, конец стрима. Вот. Ну, большая. Ну, давайте. О, подожди. Вот. Сколько здесь? 7, нет. Так, давайте тогда вот это читанем. «Цветы для принцессы Фишель». Мы, кстати, недавно эту книгу нашли. Фантасмагория, том 1. Мечта продолжает жить. Такие слова, несомненно, должны... Кусыч! Успокойся. Такие слова, несомненно, должны появляться в середине каждой истории. И обычно их произносит принцесса Нирваны Ночи. Это, конечно, не та загадка, которая волнует большинство читателей, но тем не менее мы все равно должны начать с нее. Скотина какая. Завальда Храфнивинс. Что? Храфнивинс. Не пишите больше такого никогда. Могущественный король воронов. Если силу Фишель в бою взять за 10, то сила мировых чудовищ будет равна 15, а сила Озвальда 13. Его мощь была продемонстрирована, когда он уничтожил сумерки в томе 1. Что? Сумерки? Эдвард? Что происходит? Хотя тут стоит отметить, что сама завеса ночи — заклятый враг сумерек. Сумерки — это же ее погоняло, нет? Непонятно. Что касается чувств, которые Озвальда питает к Фишель, господин 9 считает, что
Это не романтическая привязанность, а скорее форма... Секунду. Засранец, достал. Что касается чувств, которые Озвальдо питает к Фишель, господин Девятый считает, что это романтическая не романтическая привязанность, а скорее форма импринтинга, столь характерная для птиц. Примечание главного редактора. Независимо от того, что говорит автор, дорогие читатели, вы вольны интерпретировать личные отношения персонажей из Нирваны Ночи так, как вам нравится. Спасибо. Помимо прочего, титул Ночного принца Ворона не самый благородный, учитывая, что вороны всегда славились заговорами и проклятиями. Завальда... Завальда это же ее ворон, точно. Вероятно, настоял на этом титуле, поскольку не осмелился называть себя королем перед Нирваной Ночи. Мировое чудовище, величайший шедевр Гезамкунстверк. Что? Гезамкунстверк. Не пишите больше такие слова никогда. Есть шанс, что именно с этим мировым чудовищем столкнется Нирвана Ночи в этом цикле. Его боевая мощь составляет около 30. Углубившись в причинно-следственные связи, можно утверждать, что если бы Заратустра не стал избранным в далеком прошлом, автор оперы одержал бы победу в конкурсе мировой воли. Как только Гезамкунстверк выйдет на сцену в оперном театре Апокалипсиса, неумолимо начнут появляться и другие мировые чудовища, обитающие в центре вселенной. В заключительном томе собралась слабость мирового чудовища Святого Семи Слез, чья боевая сила составляла 10 и, следовательно, равнялась силе Фишель, была совершенно необычной, а потому святому сначала ничего не оставалось, кроме как оплакивать Заратустру, и его нельзя за это винить. И Заратустра, и музыкант существуют для того, чтобы воздавать хвалу принцессе осуждения. О, это я, принцесса осуждения, это я. Осуждаю всех, кстати. Одна восхваляет агонию, которую она испытывает в своем сердце, в то время как другой провозглашает величие ее страданий. К последнему принцессу, конечно же, не слишком благословно, ибо ей стыдно проявлять такие чувства. Летний дворец Зверинец. Что? Летний дворцовый зверинец. Говорят, что те, кто хорошо владеет магическим искусством, обретут собственные владения создания. Окей. Их любовь, ненависть, тоска, ревность, привязанность и пыл будут храниться здесь. В других романах и рассказах это пространство называется царством лета. Летний дворец Зверинец принцессы является собой нечто подобное. К сожалению, это явление еще не было изучено до конца. Предполагаемое бесконечное перевоплощение, некоторые подробности этой истории заставляют людей задуматься, действительно ли императрица Нирваны Ночи пережила все то же самое, что и Фишель. Отец Фишель, несомненно, не просто фантом, он величествен и силен и помогает Фишель разделять ее сомнения. Что касается матери Фишель, то по ее поступкам видно, что у нее действительно довольно интересный характер. Но она произнесет только одну фразу, упомянутую в начале. Мечта продолжает жить. В последнем томе мать Фишель уже исчезла, и поэтому
В нем отсутствует первая половина фразы. Некогда Вселенная наконец перетекла в нирвану ночи. Она произнесла еще одну загадочную фразу. «Обрети цель, ночь сгущается». Обрети цель, ночь сгущается, но мечта продолжает жить. Дорогие читатели, я надеюсь, что сумеете обрести счастье в этом мире, где солнце восходит каждый день. Сборник вопросов и ответов. Вопрос. Господин Девятый, могу ли я узнать, как связаны между собой дочь Небесного Императора из «Легенды о разбитой алебарде» и Фишель фон Лутшлосс Нарфидот? Фидот? Это тот, кто фидит в доте? Ответ. Мне кажется, трагедия, развернувшаяся ближе к концу 5-го тома «Легенда о разбитой алебарде», произошла из-за главного героя мужчины и влечения к нему дочери Небесного Императора. Поэтому я хотел написать книгу про принцессу осуждения, которой не нужен главный герой мужчина. Так и появились цветок для принцессы Фишель. В конце концов, однако я написал 6-й том «Легенда о разбитой алебарде», который спас концовку. Вероятно, из-за одновременного написания 2 серий они как-то они в какой-то... Вот понимаете, я здесь читал достаточно сложные слова, но вот что такое дислексия? Я не мог увидеть вот этого вот какой-то степени. Я не видел просто. Я смотрю, я вроде бы вижу все буквы по отдельности, но когда я смотрю на слово, ты видишь... Блин, я не знаю, как описать, но, короче, ты не можешь прочитать это слово, потому что, несмотря на то, что ты видишь все буквы, ты не видишь... Господи, как описать? Короче, те, кто знают вот это чувство, те знают. Самые простые слова в какой-то степени. И не можешь их прочитать. Тяжко. Степени смешались, но лично я вполне доволен результатом. Еще, кстати, техническую документацию я достаточно просто читаю, потому что, может быть, привык, может быть, то, что я читаю про себя, но, допустим, по работе я много читаю. Но у меня никогда не возникает таких проблем, что по работе я прочитал, и мне какая-то информация не воспринялась. Занятный факт. Вопрос. Кто победит в бою между отцом Миара, ханом Асурой и его мечом Левидим и вот этим псом? Ответ. Первоначально я намеревался отказаться отвечать на этот вопрос, но главный редактор сказала, что уничтожит мою следующую рукопись, если я не отвечу. И я бы поставил Мору на вот этого собаку. Вопрос. Господин Девятый, в прощании с владычицей мира вы упомянули, что страдаете от облысения. Вам уже лучше... Страдать от облысения. Вам же лучше. Ответ. Разве издательский дом Яя может принимать подобные вопросы? И разве люди читают переиздания? Примечание главного редактора. Читатели очень беспокоятся о вас. И да, они часто покупают переиздания. Сейчас, секундочку, чатик. Я здесь. Так, ну что, на этом закончим. Уже почти 2 часа прошло. Проходить новый ивент в Манштате. Если он мне не поломает мое лорное прохождение, то, в принципе, можно. Так, на этом мы закончим. Давайте мы быстренько откроем кооп и быстренько сбегаем куда-нибудь. Куда нам нужно? Сейчас я посмотрю. 3 термоса чая. Так, коровка. Пойдемте артефакты. Пойдемте артефакты коровки выбиваем. Давайте я войду в кого-нибудь.
Хоть у меня нет, но по описанию тенора читать как будто ребус в каждом слове. На самом деле так и есть. Чтобы вот, когда я, допустим, читаю, в процессе, когда я играю, мне приходится очень сильно сосредотачиваться. Чтобы прочитать, вот посмотрите наверх слово. Мне приходится сосредоточиться. Я вот посмотрел на слово, я в голове его разбираю, понимаю, правильно ли его прочитал, и только после этого я его озвучиваю. И делать так очень долго трудно. Поэтому под конец стрима, казалось бы, те же самые слова, я читаю все то же самое, но под конец стрима я уже плыву и не могу читать. Потому что мне уже сил не хватает, чтобы сосредотачиваться. Ой, забыл. Чтобы на этом сосредотачиваться. Так, куда нажимать? Вот сюда и вот сюда. Она у тебя врожденная? Да, у меня было с детства так. У меня в первом классе меня еще учительница булила. Я и сам не понимал тогда, и учительница, типа, почему ты не можешь нормально читать? И я смотрю, я говорю, не могу я. Она такая, вот, ты там дурачок, ты двоечник. Она, кстати, училка по литературе, мне всегда говорила, что я дворником буду работать. И когда я только-только получил должность технического директора, я вспомнил ее слова, думаю, блин, ты была не права, я смог. Но все равно обидно, что я не могу видеть это нормально. Собака Сутон, да, на самом деле, да. Ладно, не будем о грустном, давайте я в кого-нибудь... Что происходит? Не, прекратите, вы зачем, желточек, прекрати. Мне же нужно войти в кого-нибудь, у меня же закрыты эти данжи, желточек. Уходи. Уходи, дверь закрой. Нет, вы что? Я думаю, она уже могла помереть. Я не уверен, что она... она не то чтобы старенькая была, но... Ей, наверное, сейчас лет под 70. Ладно. Так вот, я должен в кого-нибудь войти, а не вы. Гуди. Давайте в Гуди войдем. Хотя, наверное... Так, кто здесь есть? Гений, спасибо за подарочек. Куда пойдем? В кого пойдем? В Мики я был в прошлый раз. Ну давай, желточек, раз ты в меня зашел, я зайду в тебя. Чтоб знал. Заходите в желточка, вот вам его UID. Сейчас я его напишу. 77426161. Пути меня! Вы не можете зайти в мир желточек? Что? Желточек, ты меня забанил? Слышишь, ты с ума сошел? Открывай. Открывай свои дырочки, мы заходим. Мы идем к тебе. Желточек, прекрати. Открой свои дырочки, давай, желточек, давай. Он походу все, он уже ливнул со стрима, забанил меня. Раздвигай булки, мы идем. Желточек, прекрати, давай. Нам надо, нам срочно. Нам на чуть-чуть, нам на полшишечки. Давай. О, открылся. Заходите. Заходите в него. Быстро сделаем. Оля. Оля, которая сидит на ТикТоке, почему ты никогда ничего не пишешь? Ты так много времени уделяешь, проводишь со мной и ничего не пишешь. Водичка. Что это такое? Что это такое? Блок пневмо. Я что-то забрал. Я у тебя что-то украл. Эта штука сейчас вернется, да? Да. Так, есть еще одна дырочка в желточке. Я же написал ее ID? Да, написал. Заходите. Заходите, кто хотите. Так. Какая странная музыка. Первый раз в Геншине слышу такую музыку. Так, ладно. Не туда. Кстати, мы же можем качнуть Бейдоу и забрать одну халявную крутку. Уже? Какой шустрый. Можно я одну крутку заберу? Чтобы все было хорошо.
А где я, кто я? Я буду коровкой. Я готов. Так, ну что, нажимаем B. Ой, не B, куда? Нажимаем C, пока он сейчас там появится, пока он все нажмет. Я знаю. А где она была последняя, а теперь не последняя? Они по уровню, что ли, расположены? Где Бейдо украли? А, вот она. Возвысить. Кстати, вот ее-то можно прокачать прям хорошо, потому что она у нас в этом. Мне кажется, они уже там дерутся. Я стою чилю. Извинитесь. Все, я иду. Я полезный. Вот как раз. Я пришел вовремя. Крипер говорит. Ой, опять и привет. Привет. Я вернулась. С возвращением. Ты такой громкий. Что-то как-то мы какие-то слабые, да? Иди сюда. Все. Так, смола. Густая есть. Что дали? Что дали, пожалуйста, дайте. ХП. Понял. Забулин. Крипер говорит, кстати, у меня сестра тоже в Геншин играет. И у нее вроде бы такой же уровень. 55-й? Может быть, я твоя сестра. А ты не знала? Вдруг твоя сестра была бородатой женщиной всегда? Весело. Ты просто никогда не замечала. Бей попой, мать. У нее периодически как будто нажатие не проходит, то ли я не очень понимаю, и происходит беда. Давай, бей в падении, ну давай. Ну, в этот раз было побыстрее чуть. Так, если что, если ты не хочешь тратить смолы, я без проблем могу выходить, потому что я помню, что надо выходить в чужом мире. Так, что за перо? Анна Мика говорит, ну да, ты тоже в бою был. Спасибо. Поехали. Ехали. Ехали. Надо будет, кстати, посмотреть. У меня же там были какие-то артефакты, которые я так и не посмотрел после данжей. Потому что есть люди, которые слишком быстро нажимают, я еще не посмотрел. Происходит беда. Поэтому есть то, что мы еще не видели. Алло. Бей попой. Там Крипер, походу, с ума сошла от информации. Пошла проверять сестру. Не бородатая ли это женщина. Так, это третий, да? Хапаюсь, фигня. Спасибо, желточек. Спасибо, нехороший ты человек, редиска. Давай. Не знаю, мне так коробка заходит вообще полностью. По геймплею, визуально вообще классно. Стильно, модно, модно. Крипер говорит, усла. Крипер, если твои сообщения не пропускают, это ТикТок.
Ты можешь перейти на ютубчик, там все сообщения пропускаются. Потому что ТикТок банит очень много сообщений с простыми словами. Поэтому твои сообщения, если они на экране не появились, значит ТикТок забанил. Ты на ютубчик можешь зайти, просто Тенра написать и найдешь меня сразу, будет первый же. Так. Крипер говорит, а понятно, спасибо. Я не понимаю, почему слово «ты» банит ТикТок. О, неплохо. Так, мастерство защиты такое. Это не то. Я готов. Последняя смола вроде, да? Так. Тон. Надо, кстати, прививку сделать. Или мы на прошлом стриме же делали, да? Туда его. Надо будет составить план прокачки персонажей, чтобы я не делал бездумно или вот в моменте такой, ой, нам надо что-то и просто иду непонятно куда. Надо будет составить план, чтобы он у меня где-нибудь был записан. Я мог всегда Даньяр Шеймарданов говорит, по нему двигаться. Тенра будешь крутить низко? Да уже кручу. Уже 8 круток открутили в нее. Она же классная. Так, это вроде последняя, да? Да. Я думаю, на днях... Ну, хотя мы можем слить и густую сейчас перелить. Сила атаки. Сюда? Правильно? Мне нужна сила атаки в первую очередь, потом крит шанс, крит урон. Так, вы не уходите сейчас, ну или уходите. Я сейчас быстренько перелью. Анна Мика говорит, криты в первую очередь. Так, Эндрюс, поделись с ней, потому что вроде ты говорил, что нужна атака. Говорит, шапка Сила всегда атаки. на коша. Или ку надо. Анна Мика говорит, потом крит шанс. Анна Мика говорит, потом силу атаки. Врете, короче, да? Обманываете. Пытаетесь меня Эндрюс заблудить. Говорит, кому? Кому? Анна Мика говорит, приоритет таков. Ничего не знаю, Эндрюс. Кто мне говорил, что нужна в первую очередь атака для коровки? Эндрюс говорит, криты, потом сила атаки. Ой, забулили. Вот пересмотрите прошлые стримы. Ну что за люди? Почему Анна меня Мика булят всю говорит, жизнь? ха. Что тут горит? Надо получить. Все, желточек, я готов еще в данных сходить. Подождите, стой. Тисус говорит, да ну прочитали что ли? Вот это. Анна Мика вот говорит, это. я вас жду. Ща. Так, цветок, у меня сейчас стоит ХП, шанс крит урона, шанс крит попадания. Неплохо. Окей, цветок у меня топ. Да. Он прокачанный. Все окей. Здесь Пюро. У меня вообще с другого сета стоит сила атаки, шанс крит попадания и сила атаки. Шанс крит попадания, сила атаки, крит урон. Вот это идеально, да, Пюро? Прям вкусное. Здесь сила атака. Смотрите, вот сейчас вопрос. Сила атаки и шанс крит попадания или шанс крит попадания и крит урон? Надеюсь, Причем ты случайно много. на ней падать не будешь. Не буду. Даньяр Шеймарданов говорит. Вот это? Да, попробуй прокачать перо. Первое перо, вот это вот. Анна Мика говорит. Посмотреть 4-й стат бы еще. Это надо будет, типа, прокачать его вот так вот. Защита. Ну чё, пробовать? Ну, вот это плохо, прям неплохо. Анна Мика говорит, кусок овна. Какая ты злодейка. Ну, тогда вот это, да, попробовать. Эндрюс говорит, общие статы смотри, чего не хватает, то и бери. Да просто не хватает. ХП. Чё мне качать? Ну, у меня сейчас вообще с другого сета. Давайте вот это возьмем, прокачаем.
Крит шанс и крит урон. Сила атаки. Давайте. Даньярший Марданов говорит, но если прокачаются криты, будет затычкой временной. Анна Мика говорит, посмотри общее. Вот так вот у меня. Шанс крит попадания, крит урон. Где? Сила атаки. Чё качать? У меня вообще сет еще не собран. О чем мы говорим? Анна Мика говорит, крит урон надо. Крит урон надо. Хорошо, крит урон. Здесь что у нас? Крит урон здесь. Здесь Даньярший Марданов говорит, крит перо попадания с 2 шанс. критами. Так, определитесь. Потому что вот это шанс крит попадания и крит урон. А вот это шанс крит попадания и сила атаки. Мика говорит крит урон. То бишь вот это. Ну, чатик. Ну, чатик. Ну, чатик. Не хотите со мной разговаривать, понял? Так, у нее сейчас сила атаки, шанс крит... Ой, это же идеально. Даньярший Марданов говорит, да, где 2 критовых стата. Угу. То бишь, вот это. Ладно. ХП. Угу. Сейчас, если еще куда-нибудь вольется, я не буду. Нафиг его. Я буду качать вот это. Анна Мика говорит, О, сила атаки. знакома до боли. Даньярший Марданов говорит, эх, скам. Шанс крит. Во, вот это прям неплохо. Сила атаки. О, как хорошо идет. Правда, в силу атаки, но все равно. Мы можем сбалансировать другими вещами. Красиво, посмотрите. Шанс крит попадания. Сменить. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь у меня бонус электроурона, шанс крит попадания. Это же идеально, да? Это сок. Это прям лучше этого не найти. Ну да. Так, корона. У меня сейчас стоит вот это. Мне нужно ХП. Даньярший Марданов говорит, да, хороший кубок. Ну, Анна Мика говорит, К шайку уравновешивать надо 1, 2, К. Ориентируйся на это. Больше критов с достаточным шансом, больший урон в цифрах. У меня сейчас вот так. 1 к 2. Но надо крит урон поднимать, окей. Можно здесь сделать 100% и здесь до 200 поднять, если это возможно, конечно. Давайте еще сходим 5 разок. Желточек, запускай. Запускай шарманку. О, примагием прилетел. Поехали, 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 поехали. Мика там стоит. Живите. Ты что делаешь? Запусти данжик, оло. Ты что стоишь? Мика, забанань его, пожалуйста. Делать непотребство. Анна Мика говорит, у Мики всегда стоит. Вот. Эх. В смысле, я же нажал принять. Что произошло? Я ничего, я нажал принять. Анна Мика говорит. Что? Я нажал принять. Я не понимаю. Спасите, помогите. Что я сделал? Может, мне нужно все-таки к вам телепортироваться? Анна Мика говорит, у меня тоже не получилось. Желточек, у нас булит получается.
Алло, запускай. Запускай шарманку. Принять я нажал. Все, это он все распустил? Распустил там свои руки. Я готов. Чем быстренько сходим? Быстренько. И все. Серьезно, тут Банни Хоп работает? Она с прыжка быстрее передвигается. Банни Хоп работает, алло. Что за бред? Это что, КС 1.6? Непонятно. Это на всех персонажах или только у нее? Ай-яй-яй. Так, забираем. Барабанная дробь. Бонус дендро урона. Спасибо, я готов. Или выходим? Ладно. Желточек, ты что, жертвуешь своей смолой? Нет, мне правда, мне не трудно выйти. Поэтому, если что, просто выходи, я увижу, что ты вышел. Тоже выйду. Мы сейчас прям так хорошо. Это по-любому, это из-за этой... Господи, как это называют? Короче, из-за вот этой вот... С большой пушкой. Часка. Потому что... Да. Анна Мика говорит. Часка ня. Со своим бешеным уроном. ХП, спасибо. Погнали. Танцуем. Ой, здравствуйте. У меня хилки закончились. Так вот, по поводу плана на прокачку. Я потом попрошу, мне заставили план на персонажей, которые я хочу. Может быть, даже соберем отряд какой-нибудь понятный. Чтобы там в одном отряде была Чиори, а в другом коровка. Все будет хорошо. Можно и бездну ходить, и это, и театр мучить. И вообще. Мастерство стихий, понял. Это жесть какая-то. Мяукат говорит. Привет, котик. Привет, Мяукэт. Желточек, а ты, получается, с телефона, да, играешь? Судя по тому, как у тебя грузится. Хотя не, может быть, у него просто комп с каким-нибудь. Я, кстати, изначально установил у меня несколько хардов. Мяукат говорит. Можно играть с тобой? У нас сейчас еще два, вот так вот сходим 2 раза и все, я ухожу. Мне, кстати, кинул приглашение в друзья. Я сейчас умру, спасите. Так, секунду. Просто говорит салам. Салам. Так, Би. Мне нужна еда. Еда-беда. Мы наделали вроде кучу еды всякой. Ай, надеть. Так, сейчас коты широкая. Поехали. Грост говорит. Как вы тут? Да нормально. Как вы видите? Получено.
Фиг... О, вообще ни одного. Погнали дальше, ладно, чё. Анна Мика говорит, перезаходим. Это последний же. Просто стримчик уже идет 2 часа 20 минут, и вы 20 минут уже вдоль смотрите. Вот. А, что хотел посмотреть? Сколько смолы? А, один, последний раз заходим. Последний разочек. Чпок, чпок, чпок. Чпок. Я готов. Сейчас последний раз в данжик сходим. Я думаю, у нас там на одну крутку накопилось. Крутанем и стримчику конец. Ой, его можно в камень превратить. Как определить, каких боссов можно в камень превращать, каких нет? Непонятно. Игзо. Что же нам дадут? Да. Иди нафиг, Геншин, серьезно. Просто кибербуллер, а не игра. Ладно, Желточек, спасибо, что впустил в себя. Мика, спасибо, что помогла. Давайте я от вас Анна Мика убегу. говорит, скамский. Да, примерно так. Я уйду в свой мир. Мне просто надо собрать награды. Так. Вот. А мне надо... У меня там какой-то квест появился. Это, скорее всего, Анна этот Мика новый. говорит, я передала спасибо твое. Кому? Анна Мика говорит, он просто не на стримчике был. Так, здесь мы все забрали, здесь мы молодцы. Сейчас мы быстренько сходим к Катерине Матери. Катерина Мать, к звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Аригато гозаймасу. Спасибо. Так, вот это. Получить. Повторить. ББшечку собрать. Надо будет ББшечку купить. Чпоинг. Вот. И все. Давайте крутанем. Как раз на одну круточку. Поехали. Ага. На этом все. Вот вам меч драконьей крови. Анна Мика говорит, Больше нет. ну да. Ну да, пошел я нахрен. Ладно, чатик. Ну что, на этом стримчик заканчивается. Всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Стримчик был такой. Не, мелко, ты меня сам добавь, я тебя потом, друзья, добавлю. Да, всем большое спасибо, всем пока. И как всегда на прощание, нарары. Все. Не думал, что в меня заходить будут. Такова жизнь. Ты думал так, а получилось вот так. Все, всем спасибо, всем пока. YouTube, Twitch, Трова, вам отдельное. Пока-пока. 土に栄養を補給してあげて、あんたも